Так, девчонки, всем привет. Такой у меня вид, конечно. Сейчас у нас понедельник. Вчера я работала у нас to close, и сегодня тоже, но сегодня не запланировано и не весь день. Сегодня должна была и работала Оля, но у нее поднялась температура, и я, конечно же, приехала ее отпустить. Вот, на самом деле такой сумбурный день, знаете, потому что вчера целый день работала в магазине, и накопилась как бы куча дней. Сегодня там тоже все эти съемки и то же самое. Вот потом приехала еще так незапланированно к нам в to close. Завтра у моего мужа день рождения, поэтому я хотела испечь торт сама. Вечером его сегодня нет. Вчера вечером уехал в Лиду по работе, и сегодня уже едет домой. Вот, я планировала вечером приготовить какой-нибудь торт ему на завтра, но, к сожалению, не получилось. Ничего страшного, конечно же. Поэтому я зашла в кондитерскую возле нашего магазина и купила какой-то торт. Честно, не знаю, кондитерская популярная. Вот, поэтому вот так вот. Завтра у меня тренировка с тренером моим онлайн. Первая онлайн-тренировка. Я вам рассказывала, что моя тренер уехала больше, чем на месяц. Поэтому... Ой, так неудобно вас поставить, некуда здесь, надо что-то придумать. Поэтому я буду заниматься с ней онлайн. Так что завтра с наушниками и штативом на 7 утра ой, в зал пойду. А уже как вернусь, буду поздравлять мужа, потому что не думаю, что... Ой, не думаю, что ему нужны будут мои поздравления в 6 утра. Потому что приедет он сегодня поздно, он только выехал из Лиды, пока туда-сюда. Короче, поздравлять будем с Бонечкой. Я вернусь в зал. Вот. Поеду кормить свою конфетку. И себя тоже, потому что я работала весь день. И приехала в магазин вот в 4, там уже начало 5. И не обедала, и не ужинала, поэтому думала, что-нибудь закажу в магазине, когда буду. Ну, что-то тоже какие-то там дела были, всякие монтаж, куча всего. Поэтому до сих пор, не пообедала. Ужасно. Так что сейчас приеду домой, что-нибудь быстренько приготовлю. Обычно телефон стоит здесь, но, знаете, в вертикальном формате, поэтому так его ставить, конечно, не очень удобно, но меня видно, и это неплохо. Боже, просто прикол. Обожаю людей, которые просто вот идут там, где вот вообще не ожидаешь их увидеть. Знаете, просто дорога, 6 полос, девочки, 6. 3 с одной, 3 с другой. Да, здесь не очень оживленное сейчас движение, но... это просто, знаете, я такая не ожидала увидеть эту бабушку. Ой, так что вот, сейчас вернусь домой. Хочу пюрешку очень. Я последний раз готовила пюрешку как раз с вами во влоге, поэтому, может быть, кого-то опять совращу на пюрешку. Но мне прям очень захотелось. Ой. Кстати, завтра приедет мой паспорт. Мне уже пришла смс, что мой паспорт передан в курьерскую службу. Ну, я надеюсь, что завтра, но максимум в среду. Вот, поэтому наконец-то будет все понятно. Потому что я уже как бы, нам через неделю, ну, чуть больше, через неделю, грубо говоря, выезжать. Надеюсь, что виза будет. Ну, там не должно быть никаких приколов, знаете, но мало ли вдруг. Если честно, не очень люблю ездить на машине, тем более на машине мужа, когда его нет в городе. Это, знаете, такое вот у меня в голове, там, типа, не дай бог, что? Вот, ну, мне спокойнее, когда я знаю, что он там сможет... Ой, остановимся, подожди. Когда я знаю, что он, если что, сможет подъехать, да, но мне вот как-то так спокойнее. А тут, когда я знаю, что он, ну, далеко, там, то есть в другом городе, минимум 3 часа ехать, то, конечно, немножко так волнительно. Ой, девочки, видели вы мой маникюр? Это просто кошмар. Хорошо, что у меня сейчас такое прозрачное покрытие, потому что я не могу записаться в свой салон. Не знаю, наверное, мастера все летом в отпуск уходят и меньше мест. Я могла бы пойти в какой-то другой, в принципе, но уже как бы мне нужно делать снова маникюр там через пару дней, ну, следующий, потому что хочется сделать, знаете, прямо перед отъездом все же. Вот, и я, в общем, решила доходить и записалась аж на следующую неделю, там, на понедельник или вторник. Короче, мне еще неделю с ними ходить, но я просто уже не могу на них смотреть, стараюсь не смотреть.
47. Чуть-чуть, ну, не опоздаю, но приду впритык, блин. Я опять иду, как будто бы я здесь одна живу, потому что еще рано, люди даже на работу не идут еще. Наверное, чуть попозже начинается движ, потому что многим к 8, кому-то к 9, конечно. Сегодня у меня будет первая такая онлайн-тренировка, потом расскажу вам, как прошло. Я думаю, все будет нормально. Так, жду сегодня очень этот паспорт с визой, чтобы, знаете, уже так успокоиться, расслабиться и в голове расслабиться. Значит, что вопрос с отпуском закрыт, что все нормально. Вот. На самом деле мы уезжаем в середине следующей недели, поэтому, знаете, нужно еще закрыть все вопросы. Вы знаете, что когда я в отпуске, у меня ничего не меняется, я также продолжаю. У меня меняется только место. Ну, конечно, я там стараюсь поменьше как-то работать, но не получается. Вот, хотя я все еще планирую поставить себе хотя бы один выходной. Не знаю уже, что делать. Наверное, мне надо этот вопрос проработать. Как-то самой у меня не получается проработать, что вот нужно отдыхать. Хотя это все головой очень понимаю. Ну, не знаю, посмотрим. Из такого важного нужно обязательно Бонечку отвезти на прививку. Она, получается, у нее вообще должна быть прививка до 25 июля. Ну, такая ежегодная, знаете. Там от бешенства, от всего, короче. Такие главные прививки, я забыла, как это называется. Вот, но так как мы уезжаем, мы хотим поставить ей чуть раньше. Ну, это ничего страшного, так можно делать. Там не сильно большая разница получается. И в идеале поставить ее где-то дней за 5 до нашего отъезда, потому что в день прививки она себя не очень хорошо чувствует, в пределах нормы. Просто чтобы я уже была спокойна. Знаете, это всего лишь один денек. У нее такое очень вялое состояние, ну это как бы ее обычная реакция. Потому что в прошлом году мы тоже ставили ей прививку, и у меня был рабочий день на следующий день, и я не пошла на работу. Потому что, ну, прям не могла ее оставить. Ей было прям очень, знаете, так грустно. Ну, то есть она была такая очень-очень вялая, такая вообще. Ну, было видно, что ей не очень после этой прививки. Вот, ну, опять же, повторюсь, это все у каждой собачки разная реакция, и это ее реакция тоже в пределах нормы. Вот. Ой, что я так запыхалась, я просто так тороплюсь. Надеюсь, что немного человек будет со мной в зале, потому что, знаете, с этим штативом ходить в наушниках, так, взяла ли я наушники. И тем более, когда первая онлайн-тренировка, еще не знаю, что там делать, как что. Ну, надеюсь, все будет нормально. Наш зал тоже работает только с 7 утра. Поэтому, надеюсь, остальные спортсмены хотят еще поспать хотя бы часок. Монтирую влог и вижу, что не рассказала ни про визу, ни про тренировку. На самом деле, просто такая, знаете, занятая неделя. Куча дел перед отъездом. И как-то как будто бы нет времени на влог. Я обязательно вернусь полноценно на следующей неделе. Значит, про первое важное. Визу я получила, паспорт мне привезли, все хорошо. Если честно, я сомневалась только на 1%. Ну, просто, знаете, это как бы база сомневаться, потому что у меня, ну, изначально я подавалась на польскую национальную визу, и я знала, что она у меня будет, то есть не было шансов ее не получить у меня. Вот. Но все равно, знаете, опять же, это база. Волноваться, пока ты это не увидишь глазами. Короче, все, вопрос закрыт, все хорошо, слава богу. В ближайший год я спокойна. По тренировке. Вот у меня, получается, уже было за эту неделю 2 онлайн-тренировки с моим тренером, да, она уехала больше, чем на месяц. Вот, плюс я уезжаю, то есть я все равно буду пропускать, пока я в отпуске. Хотя в отеле тоже есть зал, но в отпуске ходить в зал, ну, такое. Не знаю, мало ли мне понравится, я захочу, потому что я уже очень привыкла, да. Но у меня в отпуске всегда и так очень много активности, потому что мы много гуляем вечером, то есть хватает. Плюс ты когда плаваешь, это тяжело. Ну, мне, по крайней мере, вот. Поэтому как бы активности хватает. Вот, но до отпуска, и потом, когда я вернусь, я все равно не хочу пропускать, хочу ходить. Я реально очень привыкла, очень люблю, мне очень нравится. Плюс моя, как бы, тренер не против. Я ее не заставляла, клянусь. Вот, она как бы мне предложила, я с удовольствием согласилась. Просто мы с ней созваниваемся в Телеграме. У меня как раз на этой неделе была новая программа, мы меняем ее каждый месяц, но моя тренер делает для меня программу каждый месяц.
Вот, и получается, мы с ней тренируемся час, но онлайн я прихожу, разминку-заминку делаю сама уже, потому что, ну, как бы, зачем? Зачем, чтобы на меня смотрели? Я и так все знаю, мы с ней это делаем каждый раз. Тем более в зал, в который я хожу, мы с ней все это время работали оффлайн, то есть она все знает, что там есть, какие тренажеры. Возможно, когда это первая тренировка, немножко сложновато, да, потому что тренер не знает, что есть в зале, где что находится и так далее. А тут как бы ничего не изменилось, просто в этом, да, просто мы с ней видимся теперь по телефону, да, там какое-то время. Оказалось, что вообще все супер, все легко. Было много людей в зале. Я реально думала, надеялась, что в 7 утра будет поменьше, но было много. И знаете, когда ты ходишь в наушниках с этим штативом, каждый раз ставишь еще штатив. Ну, вроде бы я никому не мешала. Ну, не вроде бы, все равно в 7 утра это не так много людей, как там в 8 или 9, но все равно я думала, что никого не будет. Вот, и причем и во вторник я ходила было много, и в четверг я ходила было много. Ну, ничего. Не мой зал, поэтому ничего страшного, это уже, знаете, мои личные проблемы, что мне там что-то некомфортно с телефоном ходить. Вот, а так вообще все супер. Честно вам скажу, что я так ушаталась просто, потому что, возможно, когда ты знаешь, что тренер не рядом физически, ты как-то, знаете, так более ответственно переживаешь, чтобы все делать как положено. Вот, и я прям все мышцы чувствую, у меня прям, знаете, такая крепатура. Ну, у меня так всегда после новой программы. Вот, несмотря на то, что я занимаюсь без перерывов, все равно же упражнения меняются и на разные группы мышц. И потом вот после новой программы так чувствительно. Вот, но в целом мне очень понравилось, реально супер. Поэтому теперь, знаете, уже не так страшно привязываться к месту, там, если какой-то переезд. Я никуда не планирую переезжать, но я просто так говорю, да, или там переживаю, что на этом тренер захочет пойти в какой-то другой зал, а я не хочу там переходить, потому что мне удобно около дома, то вот можно онлайн, вообще супер. Так что вот, без тренировок я не осталась. Вообще, еще очень бы хотела пойти, не знаю, может быть, по осени, попробовать. У нас тут тоже около дома есть студия йоги. Может быть, раз в неделю бы добавила. Ну, тоже там максимум на 8 утра. Если позже, если на 9, то уже не пошла бы, потому что, типа, 3 раза в неделю нет так много у меня времени. Потому что если идти на 9, то пока ты придешь, это 10, туда-сюда. Уже и 11, полдня прошло. Для меня утро такое важное время. А вечер я не хочу занимать такими процедурами. Вот, поэтому я просто занималась йогой сама. Самое, кстати, первое, что я начала делать, это йогой заниматься. Мне было 15-16 лет. И я занималась по видео там хатха-йога, какая-нибудь кундалини, там просто без названия какого-то, что было на YouTube, знаете. Вот, и мне очень нравилось. Я несколько лет так занималась, поэтому... Но сейчас уже давно-давно у меня не было йоги. Когда мы переехали в Минск, пару месяцев я ходила на пилатес, тоже было прикольно. Вот, на пилатес тоже можно было бы походить. То есть я не хочу ничего менять. Тренажерный зал 2 раза в неделю, стабильно. Больше нет, мне не нужно. Но добавила бы что-нибудь еще, что-то, знаете, такое, типа вот какой-то растяжки. Потому что тот же пилатес визуально, когда ты не занимаешься, а смотришь, кажется, что это очень легко. На самом деле нет, и это тоже все очень круто работает, так же, как и йога. Вот, а йога мне, знаете, еще так больше для души тоже. Так, девчонки, всем привет! Сегодня у нас уже пятница. Мой аутфитик, костюмчик из Зарин, сумочка Жакмюс и мои любимые уже шлепки из Зары. У нас сегодня пятница, и уже на следующей неделе, в среду или в четверг мы уезжаем в Польшу, а вылет у нас в воскресенье. Ну, то есть мы обычно всегда все равно едем в Варшаву на несколько дней перед отпуском. Это, знаете, такая уже традиция. Ну и чтобы быть спокойными, что границы все прошли. Ой, прям такой свет плохой. Поэтому всегда едем заранее. Вот, поэтому в понедельник я работаю в Too Close. Возможно, еще и в воскресенье. Посмотрим, как там Оля себя будет чувствовать, потому что она приболела, но сегодня мы с ней еще не общались. Может, это она не отвечает мне пока что. Надеюсь, что все нормально, потому что она уже болеет 5 дней где-то. Не поместилась камера в эту маленькую сумку, поэтому снимаю на iPhone. Надеюсь, что меня нормально слышно, так как обычно. Начинают ездить машины и всевозможный шум, который только может быть, как только я включаю камеру. Так вот, в понедельник, значит, я работаю. Во вторник мне нужно сделать обязательно маникюр и лазерную эпиляцию у меня, ну и собирать уже вещи. Поэтому
Ну и помимо еще всей другой основной работы, которую я делаю каждый день. Вот, поэтому дел миллион. А еще после педикюра хочу зайти в Милу, потому что хочу кое-что купить там из белорусской косметики. Знаете, для сестры моего мужа, она живет в Польше, в Кракове, но так как мы будем в Варшаве, они с семьей приедут в субботу к нам на один день увидеться. Вот, поэтому куплю ей что-нибудь. Она, естественно, знаете, когда живешь за границей, хочется все белорусское. Вот, поэтому она попросила какой-то блеск посмотреть, посмотрю что-нибудь. И, в общем, покажу вам потом, что куплю. Так, девочки, я уже вернулась домой. Переоделась в футболку, в которой не жарко, потому что... Спасибо. Потому что у нас уже просто невероятная духота, жара, поэтому, знаете, все такое свободное и не прилегающее к телу. В общем, вернулась я с педикюра. Я так недовольна, вы не представляете. Я просто такой человек, я обычно говорю или хорошо, или никак. Вот, поэтому не будем заострять внимание. Просто в салон, в который я хожу обычно, я не смогла попасть, когда мне нужно, потому что нужно было записываться сильно заранее. Не знаю, наверное, летом уходят в отпуск и не хватает мастеров, но, в общем, неважно. Пошла в другое место, и, в общем, я вообще очень, девочки, вы даже не представляете, насколько я простой клиент. Ну, меня там как-то удивлять вообще не нужно, мне ничего там сверхъестественного не нужно. Ну, короче, как-то все не так пошло. Я говорила для сестры моего мужа купить бронзер от Luxe Visage, он очень крутой, я вам его показывала. Блески, ничего не было из того, что мне нужно, и кисточки для лица. У Рилуи, кстати, белорусский бренд Рилуи, если вам нужны бюджетные кисти, вот. Я покупаю кисти для тона, уже много-много лет у них, мне они очень нравятся, и были только 3 кисти, но я еще одну заказала на Wildberries. Значит, здесь вот такая, она, можно ее и для пудры, и для бронзера использовать. Это я для Маши купила. Ну, в принципе, для всех сухих текстур. Вот такую тоже можно для скульптора, или для румян, или для бронзера, как бы тоже. И одну взяла для теней, но теперь, думаю, может, еще нужна для растушевки. Такая тоже кисточка у них очень классная есть, с белым ворсом. Я заказала такой бронзер на Wildberries, как тоже поленилась идти в другую Милу. Блин, что я вам тут показываю сейчас? Вот, я вам показывала. Извините, девочки, за мой маникюр, я все еще не дошла. Это тоже просто трэш. Вот что значит пропускать запись. Если на педикюр я решила уже, знаете, пойти хоть куда, то с маникюром я все-таки решила подождать. Короче, это жесть. В общем, это просто открытие за последнее время из белорусской косметики. Очень крутой, реально вот рекомендую попробовать. Классный бронзер с красивым подсвечивающим эффектом, без рыжинки. Без рыжины, вообще очень красивый у него оттенок, такой классный, сияющий, запеченный. Очень мне нравится, такой мягкий-мягкий. Деликатное сияние, особенно сейчас, когда лето, солнышко, да, просто добавить немножко этого загара, хотя как бы круглый год его хочется. Сразу такое красивое лицо, большой кистью, остатки все убрать, стрясти с кисти, и можно вот на эту часть по линии роста волос вот так вот, да, конечно же, вот сюда. Очень красиво на веко нанести, сразу такой красиво отдохнувший вид, вообще очень клевый продукт, реально рекомендую, он, по-моему, только в одном оттенке, да. Прям присмотритесь. Вот, если вы из Беларуси, то не проблема купить, он везде продается, кроме Милы у моего дома. Наверное, просто раскупили. Ну, на Wildberries, там на Озоне он тоже есть. Вот, поэтому как бы не проблема. И кисточка. Тут как раз лежат кисти на помывку. Покажу грязную, извините. Но вот она прям очень крутая. Очень мне нравится. У меня 2 или 3. Я просто покупаю всегда сразу много кистей для тона, чтобы каждый день использовать чистую. И потом они у меня собираются, я их все вместе мою. Вот. 03 номер. Очень достойная, прекрасная, я ей пользуюсь реально уже много лет. Ну, обновляю, конечно, периодически, потому что все равно, когда часто моешь, они, ну, бывает, знаете, приходят в негодность, там ломается вот это вот, этот верх, ну, и можно приклеить, как бы это тоже такая не проблема. Вот, но она стоит копейки. Очень рекомендую.
Вот, поэтому заказала тоже для Маши, чтобы отвезти ей. Она просила блеск, но я все же не буду заказывать, зайду в другую Милу, посмотрю, потому что хочется вживую увидеть эти блески. Ну, вернее, оттенки, потому что я уже не помню, какой мне нужен. Это тоже для Маши хочу купить. Но вот именно вот эти от Luxe Visage Icon, как они называются, Icon Lips, очень классные. В самом деле хорошие, достойные и красиво на губах смотрятся, и оттенки очень классные. Вообще, я обожаю белорусскую косметику, я с ней знакома лет 15. Я очень люблю косметику, я собирала свои коллекции, там, не знаю, еще лет с 15, как я там начала краситься. Я собирала, естественно, в подростковом возрасте я там не могла покупать себе Диоры, и мне никто их не покупал. Вот, а что-то такое бюджетное, естественно, я все перепробовала, плюс там моя самая первая работа, вы знаете, там 18 лет я работала в острове Чистоты, это кто, если вы там из других стран, то это типа какая-нибудь там Подружка, Ева, ну такие магазины, да, типа если там какая-нибудь Польша, Европа, то это типа как Росман, ну в общем такие обычные магазинчики с косметикой не люксовой, вот, и вот у нас такие тоже сети. В Беларуси это типа остров Чистоты, Мила, что-то такое. Вот. Я там работала в отделе с косметикой. Естественно, я тоже это все перепробовала, покупала, пользовалась. И, ну, в общем, бюджетная косметика, особенно наша. В общем, в бюджетной косметике очень-очень много достойных продуктов. Мне кажется, у всех брендов можно найти что-то классное. Но за белорусскую косметику это Luxe Visage, Rilou, Belor Design. Я действительно просто горжусь, потому что очень крутые продукты, очень классные, популярные. Я думаю, что все знают наши белорусские тушь для ресниц. Реально очень много, и у каждого бренда есть какие-то вот прям хиты. Блески, прекрасные гели для бровей, продукты для губ вообще все, сухие, да все крутое. Вот поэтому очень рекомендую попробовать. Вот реально просто горжусь каждым брендом. Это правда круто. Я не буду тут скрывать и придумать, что у меня сейчас много белорусской косметики. Нет, это не так, но вы знаете, что у меня реально очень-очень много косметики. Просто, естественно, когда я там становилась старше, я все попробовала, мне уже просто стало неинтересно, мне уже хочется там что-то другое, да. Но вы знаете, что у меня такой выше среднего интереса к косметике. И мне, конечно, просто хочется попробовать как можно больше брендов и опять же, что скрывать, мне важно, чтобы была красивая упаковка, там, поэтому мне там нравится какой-нибудь Dior, Hourglass и так далее. Я не хочу здесь сравнивать люксовую и бюджетную косметику, просто не понимаю, для чего это нужно. Вот. Но говорить, что люксовая косметика лучше белорусской, нельзя. Как у люкса есть очень классные, достойные и провальные продукты, так и у любого другого бренда и бюджетного. У Rilou вышла новая тушь, вот это я не смогла просто не попробовать, поэтому заказала и для себя, и для Маши. Сейчас покажу. Она просто с термоэффектом, то есть снимается горячей водой. Я же обожаю пробовать все вот эти продукты, поэтому упаковка у нее тоже очень красивая. Заказала для себя и для нее. Вот в Миле опять же не было, вот так она выглядит. Ю это какая-то новая, вот, какая-то, наверное, новое такое типа подразделение Rilou, ну, типа, знаете, новая коллекция, скажем так. Вот, и у них там много всего вышло, и всякие бальзамы для губ, блески, вернее, какой-то тон, что-то еще. Но я вот решила попробовать именно тушь, потому что она снимается снимается горячей водой, термотушь. Так что придет и заберу. А, еще, кстати, смотрите, какой я на Wildberries купила классный цветочек. Это крабик. Они вообще сейчас очень-очень актуальны. Популярны на Алиэкспрессе, там $1-2 стоит, но ждать нужно. На Wildberries как бы тоже недорого. Естественно, все волосы, он мне не держит. Но, например, если я делаю только гульку, и мне нужно хвостик этот маленький, да, от гульки заколоть, если это внизу гулечка, то держит. Ну, или просто убрать волосы у лица, то тоже держит. Очень красиво выглядит. И, опять же, всякие там модные инфлюенсеры на сумки прикрепляют. Видели, да, что сейчас очень актуально на ручку сумки. Вот такие вот эти быстрые тренды. Но прикольно выглядит, в самом деле, очень по-летнему, красиво. Вот, поэтому на Wildberries заказала. Вообще, в прическе выглядит очень круто, особенно с каким-то таким летним костюмчиком. Вот, все. Очень клевая покупка у меня есть сейчас. Если смотрели мой Reels недавно, я в шортс тоже добавляла образ с этой шляпкой. Вот, купила ее на Wildberries, очень крутая. Такая классная, такая стильная. Так, сейчас вот так получается. Здесь цепочка и висит вот так.
Очень стильно смотрится. Вообще сразу образ такой завершенный. Знаете, я заказала для отпуска. Вот, это первая шляпка, которая мне прям очень понравилась. Я еще очень хочу такую как бы панамку соломенную. Она очень странно выглядит, но она сейчас тоже очень актуальна. Вот, и в принципе я тоже нашла на Pinterest классные образы с ней. Вставлю картинку плюс-минус, какую я хочу. В идеале, конечно, где-то примерить, не заказывать так, потому что она такая очень-очень на любителя, очень своеобразная. Но для летних каких-то таких вот аутфитов, пляжных, вернее, будет круто. Вот, оставляю вам артикул на шляпку, очень мне понравилось. Пришла в коробке, тут она, кстати, регулируется по голове. Ну, я ничего не регулировала, мне как-то нормально. Единственное, переживаю, чтобы не потемнела вот эта цепочка, но если вдруг что, то я просто заменю на цепочку из нержавеющей стали, потому что шляпка мне очень понравилась. Опять же, пришла в коробке, ничего не помялось. Кстати, тоже, если вы хотите взять с собой шляпку в отпуск и не хотите вести ее с собой в руках, знаете, как часто бывает, я всегда делаю так. Внутрь я, например, складываю купальники, вот прям так утрамбовываю, или любую другую одежду, типа маечки, знаете, чтобы она прям такая была плотная, держала форму. А по бокам тоже вот на края шляпки выкладываю всю остальную одежду. И она вообще не мнется, и все с ней супер. Естественно, сверху уже ничего не кладу, хотя она у вас там внутри забита, то есть держит уже форму. Она не помнется в любом случае. Вот, но у меня всегда все супер. Так, с шляпками. А еще, знаете, очень круто, вот она на этой цепочке, ее можно просто на плечо повесить, и не нужно нести, если, например, захочется где-то ее снять. Но вообще образы с ней сразу такие супер стильные получаются. Классная покупка. Так, девчонки, мы приехали на вечернюю прогулку. Вот начало 10-го, и сейчас самое такое приятное время для прогулки. Я, кстати, в нашем костюмчике. Такой у меня классный. Из нашего Too Close. К сожалению, таких уже нет. Не знаю, успеют ли они еще появиться этим летом, потому что производство, которое нам шило эти костюмчики, сейчас в отпуске. Непонятно, успеем еще или нет. Но очень они классные, это хлопок. Такая классная рубашка. Вот, очень красивая. Поедет со мной в отпуск, и сейчас тоже уже активно ношу. Приехали в парк, который я вам показывала в прошлый раз. Так тут хорошо и немноголюдно. Вообще ни одной витринки. Очень приятно гулять. Сейчас погуляем и поедем смотреть новый сезон. По-моему, «Дом дракона» называется. Я забыла, как правильно, но кажется так. Первый сезон вышел, по-моему, около 2 лет назад. Мы с мужем смотрели, были в восторге. Нам очень понравился. Если вам нравится «Игра престолов», если вы смотрели, то этот сериал вам тоже зайдет. И так почему-то мало о нем говорят. Но, вернее, я случайно узнала, что вышел 2-й сезон. Потому что первый был очень популярный, был прям на слуху. А тут не знаю, то ли мне просто что-то не попадалось. Я случайно увидела. Куда ты? Зашла в болото. А тут мне просто случайно попалось какое-то видео в ТикТоке тоже у девочки, что вышел 2-й сезон. Так я и узнала. Будем смотреть сегодня. Север должен быть наготове. Девочки, ну что, суббота, на самом деле уже 7 вечера. Как я вам и говорила, мы сегодня на 9 утра возили Бонечку на вакцинацию ежегодную. И, к сожалению, ей очень-очень плохо после нее. Ну, в пределах нормы плохо, но она себя действительно плохо чувствует. Вот у нее таким образом вырабатывается иммунитет, да, после этой прививки. Ну, все в пределах нормы, бывают такие побочные эффекты. У нее и в прошлом году так было, поэтому я знала, что так будет. И специально рассчитывала, что сегодня я не выездная, не выходная из дома, и завтра тоже, потому что хочется быть с ней. Я, конечно, ничем не могу ей помочь, но просто постоянно ее глажу. Она сегодня весь день ни разу не спала, хотя она обычно спит, но она вообще постоянно спит. Собаки, они же много спят, они там бодрствуют только пару часов в целом в день, и так они постоянно спят. Вот, а Бонечка вообще, она такая сонька. А сегодня она прям так мучается, ей так тяжеловато, она даже не ложится, просто стоит.
нет у нее, ну, в общем, такая очень вялая. Вот, но я надеюсь, что уже ближе к ночи ей станет получше. У нее есть аппетит, она пьет водичку, все хорошо. Но, знаете, просто так ничем не можешь ей помочь. Вот. Конечно, очень-очень грустно из-за этого. У нас сегодня дикая жара просто. Кстати, включу свет. 35, наверное, градусов, может быть, даже больше. У нас эта квартира, она не такая жаркая, ну, как бы в ней можно жить жарой, но все равно, знаете, так прогревается. Уже к вечеру я закрываю все шторы, когда солнышко начинает светить, чтобы не так нагревалось, но все равно жарковато. Вчера съездили из гаража, забрали вентилятор, все равно приятнее с ним. Прям такое настоящее лето, а сейчас какая-то буря началась, песчаная, поэтому... Непонятно, но на этой неделе и на следующей такая жара. Вид у меня, конечно, такой, знаете, такой прям все влажное, такое неприятное. Кстати, заходила в продуктовый, увидела, была большая очередь. Боже, мои ногти, извините, девочки, я уже скоро пойду на маникюр, это трэш. Стояла в очереди в продуктовом, увидела Кёрлер, взяла Сингер, этот бренд, он, по-моему, везде продается. Потому что я свой кёрлер недавно тоже покупала его, и он какой-то отвратительный, ужасный. А я очень люблю подкручивать реснички перед тем, как их накрасить, мне очень нравится. Вот, а этот получше, у него такая форма. И обновила пинцетик. Остренький, хороший. Вот так вот. Вообще, когда такая жара, все очень-очень лениво, что-то делать. Просто тяжело жить. Реально, я еще даже не начала снимать никакой рилс, а мне как бы каждый день обязательно нужно это делать. Ну, в смысле, в моей голове это нужно делать. Вот, поэтому еще монтировать вас, поэтому я не знаю, когда я буду успевать жить. Надеюсь, что когда-то это произойдет, ладно. Ну, просто, правда, очень тяжело, вот просто хочется лежать, и чтобы на тебя что-то дуло прохладное такое, знаете. Так что, помимо всего этого, нужно еще гладить Бонечку, любить ее еще больше в моменты, когда ей плохо. Поэтому сейчас пойду одной рукой монтировать вас, второй рукой чесать Боньку. Что, как обычно, желаю вам самой-самой приятной недели. Пускай у вас обязательно произойдет что-то хорошее, классное, доброе. А мы увидимся в следующем влоге. Будем с вами собирать чемодан, покажу, что беру с собой. Будем стоять на границе. Так что да, девчонки, будем прощаться. Спасибо, что были со мной. Пока.